Недавно хорошо известная в наших широтах MMORPG Black Desert отметила свое десятилетие, в связи с чем разработчики провели трансляцию Black Desert Fest, в рамках которой анонсировали огромное количество нового контента и, конечно же, внутриигровых подарков в честь юбилея. Количество как первого, так и второго так велико, что коллективным разумом было принято решение посвятить этому отдельный ролик, а заодно поговорить на тему актуальности этой MMORPG в, скажем так, текущих реалиях. Не забываем подписываться на канал, в том числе по ссылкам в описании можно найти нас на отечественных платформах в ВК и на Рутуб. Ну а за общением и самыми свежими новостями жанра MMORPG отправляю вас в мой телеграм. Меня зовут Мадлер, это портал Гохару, и мы начинаем. 10, мать его, лет. Вы вдумайтесь в эту цифру. Люди школу заканчивают за плюс-минус схожие сроки. 10 лет назад, ну, по моим ощущениям, 10 лет назад это год где-то 2007 с соответствующими представлениями о жанре MMORPG. Что-нибудь уровня Aion, там, я не знаю, может быть, даже World of Warcraft. И тут, оказывается, внезапно 10 лет назад вышла БДО. Ну, то есть 10 лет назад, даже больше, чем 10 лет назад, если учитывать корейские тесты, мы начали играть в Black Desert. А если учитывать то, сколько она доступна в наших широтах, там все равно весьма внушительные цифры получаются, потому что еще одним плюсом этой MMORPG является то, что она чуть ли не на второй день после корейского релиза у нас появилась. Ну и вот тут вопрос. Выглядит ли Black Desert как что-то десятилетнее? Ну, на мой взгляд, с точки зрения наполняемости контентом, ну, то есть количество контента и качество этого контента, безусловно, выглядит. То есть десятилетний срок ощущается. Но, допустим, с точки зрения графической составляющей, на мой взгляд, Black Desert спустя 10 лет, вдумайтесь, 10 лет, не то чтобы может составить конкуренцию современным MMORPG, она может дать им фору. Ну и вот сегодня мы как раз таки поговорим на этот счет, в том числе про современные MMORPG, про Black Desert по отношению к современным MMORPG и о том, разумеется, новом контенте, который появится в БДОшечке в плюс-минус ближайшее время. Погнали! Итак, начнем с нового 29-го по счету класса под названием Мертвый Глаз, который появится в игре уже 24 декабря. Как несложно догадаться по внешнему виду, вдохновлен этот класс эпохой Дикого Запада, со всеми, так сказать, вытекающими последствиями в виде соответствующего оружия, 3 видами которого она, а это именно она, может пользоваться одновременно. Это, собственно, и является главной особенностью персонажа. А оружие из ее мира, револьверы и ружье, отличаются высокой скорострельностью, а ракетная установка Чертенок наносит мощный урон на дальнем расстоянии. И да, насколько я понимаю, речь тут у нас идет о попаданце из мира нашего в мир Черной пустыни. Класс сочетает дальнобойные навыки с маневренностью, что делает Мертвого Глаза отличным выбором для тех, кто предпочитает дистанционные атаки. Одним из ключевых навыков является мобильная стрельба, позволяющая атаковать на ходу, а первооткрывательница позволяет перемещаться с помощью лассо и атаковать из ружья. Вдобавок, новый класс может выполнять разрушительные воздушные атаки с ракетной установкой. Мертвый Глаз также получит уникальные патроны, марнитроны и обычные пули, которые дают игрокам разные тактические преимущества. Обычные патроны обеспечивают высокий урон одиночной цели, а марнитроны могут пробивать врагов с более широким радиусом атаки, что делает их полезными для массовых боев. Выглядит, по крайней мере в трейлере, как лютейшая имба. Хотя мне тут вот давеча на трансляции кто-то написал, что вот когда Драканию показывали, вот это выглядело как лютейшая имба. А тут просто погулять вышло. Ну и, кстати, совершенно по-разному люди отнеслись к появлению конкретно вот такого класса в Black Desert. По понятным причинам кому-то показалось, что все вот это вот дело как-то не вписывается в канву Black Desert. Хотя с точки зрения вот именно лорной составляющей, вроде как прописали его достаточно нормально. По крайней мере, это что-то необычное. Кто-то даже по аналогии, знаете, там, Мертвый Глаз, Мертвый Класс, вот так вот его называют. Есть и такие. Но одно можно сказать точно, с великой долей вероятности это действительно будет имба, особенно на начальных этапах, потому что, ну, это вполне сознательное решение, когда добавляют новый класс в MMORPG, его сознательно делают имбалансным. Ну, отчасти сознательно, потому что все-таки, как бы, баланс это дело наживное, но в любом случае его делают имбалансным для того, чтобы как можно большее количество игроков попробовали поиграть за этот класс. Ну и потом уже вот как раз-таки этот баланс включается, его начинают встраивать, новый класс начинают встраивать в общую картину. Здесь, мне кажется, произойдет плюс-минус та же самая история.
Преисподняя. Спокойно, никакого религиозного подтекста. Это так разработчики обозначили финал первой главы Black Desert и место, где десятилетнее приключение будет связано с будущим игры. Игроков ждет несколько совершенно новых локаций с оригинальным сюжетом и босс-энкаунтерами. Разработчики планируют сделать новые локации совершенно не такими, как все, что было до этого, а в качестве главной особенности преисподней была представлена возможность стать владельцем замка, ну и устанавливать на своей территории собственные правила. Да, за убийство игроков ваша карма, кстати, не будет снижаться. Действительно, это ваша земля, и никто не имеет права указывать вам, что на ней делать. Чисто Техас. И как настоящий лендлорд вы будете получать часть прибыли с доходов игроков, которые решат поохотиться на монстров в ваших владениях. Однако, ежели среди искателей приключений найдется смельчак, то он может бросить вам вызов и в честном поединке отобрать себе замок, и уже вы будете вынуждены платить ему налоги. Если же владелец замка не появляется в игре, тогда игроки смогут бросить вызов сильному боссу и в результате победы стать новым феодалом. На мой взгляд, достаточно интересное нововведение, но немножечко непонятное. И вряд ли что-то можно утверждать конкретно, потому что и, собственно, вот на преисподнюю это надо было бы посмотреть, да, то есть вот когда уже будет понятно с этой преисподней, можно будет сказать, это как бы вот так вот будет реализовано. Хорошо, понятно. Но, в принципе, сама возможность заиметь собственный замок, устанавливать там собственные правила, ПВПшиться, опять же, участвовать в каких-то вот этих вот состязаниях лендлордов, это выглядит просто замечательно. Ну, а как оно будет на самом деле реализовано и что из этого всего получится, будем, как говорится, посмотреть. ПВП и все, что с ним связано. Крайне важная тема, и особенно приятно, что, похоже, разработчики в курсе ситуации. Так, они планируют убрать эффект сопротивления в ПВП, а также раздумывают над коэффициентом урона классов, а всех персонажей хотят разделить на 4 категории: ближний бой, дальний бой, магия и щиты. Завсегдатаев арены крови ждет улучшение наград, а также появится система подбора игроков. Принять участие в сражении после истечения 10 минут после начала будет невозможно. В Лиге Гильдии появится вторая и третья команды, а значит, большие гильдии смогут разделить своих участников на 3 группы и попытаться занять первые рейтинговые места. Однако ММР будет единым для всех 3 групп. Арена Солары позволит участникам сохранять реплеи матча и в дальнейшем посмотреть его и проанализировать свои ошибки. Конечно же, можно будет обмениваться записями боев между игроками, причем как игроками своего региона, так и любителями арены с другого конца света. Участники битв за узлы и осад территорий будут ограничены в показателях атаки и защиты. Теперь все персонажи будут суммарно иметь показатель атаки и защиты не более 600 для узлов и 720 единиц для осад, а осадные постройки получат прибавку к прочности и улучшение эффектов. Но, пожалуй, самое главное — это то, что в сердце Валенсийской пустыни появится специальная локация, доступная на специальном же сервере, вход на который будет ограничен парой часов в сутки. За уничтожение игроков и монстров можно будет получать специальные очки. Экипировка в новом режиме будет своя, и получить ее можно будет за уничтожение монстров. При получении смертельного урона игроки потеряют часть своих очков и возродятся в случайном месте новой локации. Однако, если же смерть наступила от рук другого игрока, то убийца получит часть очков жертвы в качестве награды. Разработчики обещают нон-стоп ПВП, разнообразных боссов и ивенты, которые помогут игрокам получить новый игровой опыт. Слушайте, крутая, без преувеличения, инициатива. Я думаю, все поклонники арены теней или теней, как там правильно, такие, дождались, но у меня вопрос. Почему посещение подобного рода увеселительного мероприятия ограничено парой часов в сутки? Причем это, наверное, вопрос не только к разработчикам Black Desert. Тут разработчики корейских MMORPG в принципе могли бы это послушать. Дело в том, что когда в их играх появляется что-то действительно увлекательное, куда можно было бы ради фана, но не забывая про награды, походить, начинаются какие-то ограничения. Сдохнут все волки во всех лесах, случится мировой апокалипсис, если вы вдруг откроете доступ 24/7 к подобного рода увеселительным мероприятиям, или что? Но если говорить конкретно про Black Desert, то здесь, мне кажется, все вокруг экономики крутится, потому что разработчики Black Desert традиционно всегда были скупы на награды за те или иные виды деятельности. То есть традиционно было выгодно фармить мобцов, заниматься каким-нибудь одним видом деятельности, мирной деятельности в зависимости от меты, и, наверное, сюда еще бартер какой-нибудь можно засунуть. Все остальное чисто так, фана ради. В общем, еще раз, крутая инициатива, давненько напрашивалась, по поводу этого доступа, хотелось бы 24/7. Равно какие, допустим, на ту же самую войну роз хотелось бы почаще ходить. В общем, на мой взгляд, есть над чем подумать разработчикам Black Desert.
Вишенкой же на торте для любителей PvP станет настоящий ездовой дракон, на котором можно будет рассекать небо над Кальфионом, Валенсией или любым другим регионом. Вы спросите, почему именно для любителей PvP? Вот тут я не сильно разобрался, но вроде как этого дракона будут давать за какие-то глобальные PvP свершения. Знатоки, я уверен, добавят ясности в комментариях, но в любом случае, на мой взгляд, заиметь такого дракона — это лучший мотиватор для любого вида деятельности в игре. Кстати, ежели чего, уже 16 января 2025 года в течение 14 дней появится возможность свободно полетать по миру Black Desert на драконе для всех желающих. Помимо прочего, конечно же, куча всяких новинок и нововведений появится для ремесленников и игроков, которые только начинают знакомиться с БДО. Сезонные персонажи получат бонус для комфортной прокачки и заточки экипировки в виде бафа на опыт в 1000% и свитков с шансами усиления в диапазоне от 50 до 100. После выпуска персонажа с сезонного сервера игроки получат материалы для бесконечных банок на ХП и МП, а также предметы для гарантированного усиления снаряжения босса до 5 уровня. Причем все нововведения сезонов появятся в игре вместе с новым классом 24 декабря 2024 года. Не забыли ни про рыболовов, ни про кулинаров, ни про алхимиков, ни про охотников, ни про коневодов, ни про ценителей морского контента. С полным списком изменений всего вышеперечисленного можно ознакомиться по ссылке в описании, потому что это весьма специфическая тема, и здесь в этом всем разбираться не вижу большого смысла. Связанные персонажи теперь смогут путешествовать раздельно. Это значит, что вы все еще будете получать бонусы от системы, но сможете фармить одним персонажем на одном споте, а вторым на другом. Ну а количество топлива Марни, которое нужно для связи персонажей, будет сокращено в 10 раз. У предметов, дающих прибавку к шансу получения предметов, будут удалены сроки действия, а система заданий для гильдии будет переработана, и игрокам больше не понадобится постоянно мониторить самые вкусные задания. Навык рабочих, который позволял им складывать добытые ресурсы на любой склад, будет доступен в самом начале, а не на 40 уровне. Плюс можно будет нанимать рабочих в разных поселениях без необходимости колесить по карте. В скором времени появится последняя часть от Араксиона, Арзекия. Ее релиз запланирован на февраль 2025 года, и вместе с ней в игре появится возможность сразиться с Белой Ведьмой и Лезерой. Любители скакунов смогут пополнить свою коллекцию еще одной иллюзией. Новая Т-10 лошадка получила имя Вольтрон и является скакуном, наделенным силой молний. Навыков у четвертой дочери Крокдалора будет больше, чем у других иллюзий, а способ ее получения будет не такой, как у Т-10 Дума, Дайна и Адуанита. В стране утро появится новая локация для охоты на монстров, а боссы получат новые уровни сложности, одной из наград за прохождение которых станет предмет для пробуждения Вольтрон. И многое другое. Правда, там действительно очень обширный список. Еще раз, по ссылке в описании можно с ним ознакомиться в полной мере. Ну а мы переходим к наградам. Но не тем наградам, которые прям в игре за те или иные виды деятельности, а просто старой, доброй, традиционной халяве. И вот здесь прям громаднейший респект разработчикам Black Desert, потому что уж на что, а на халяву они никогда не скупились. Не поскупились и в этот раз. Для начала, разумеется, купон, который вы прямо сейчас видите на своих экранах. Использовав его, все искатели приключений получат особый титул, 10 тысяч камней крон, верный молот от Джей, сундук помощи в честь десятилетия, свитки советов Валкса на 200 и 250 лаков, купоны обмена оружия и нестабильное топливо Марни. Также игроков ждет особый подарок для того, чтобы Черный Дух, который был рядом с самого начала приключения, был рядом на постоянной, так сказать, основе. Теперь внешность феи можно изменить на внешность Черного Духа с помощью купона на изменение внешности феи. А для предстоящих путешествий разработчики приготовили два новых молота, которые можно использовать для усиления оружия Вана и аксессуаров Харзата. Но и это еще не все. Традиционно все игроки на всех серверах получат сундук с иллюзией грез на выбор и пополнят свои конюшни Т-10 вариациями Дума, Адуанита или Дайна. В общем, как видим, в Black Desert все идет своим чередом. И вот мне кто-то говорил, по-моему, на трансляции даже кто-то говорил, что у них там какие-то структурные изменения произошли внутри компании. И, соответственно, я сделал вывод для себя, что и Vision на Black Desert изменился. То есть, если раньше, как я уже упоминал, это была ориентировка на фрешблад, на сменяемость игроков, то теперь как раз-таки это ориентировка больше на старичков, на гильдии, на удержание непосредственно игроков в игре. Это не может не радовать, на PvP в том числе. Это не может не радовать, и мне кажется, что именно такой подход, он свои плоды и даст в конечном итоге. Ну, потому что если вот так вот разбираться, да, за прошедшие 10 лет появилась ли хоть одна MMORPG, которая могла бы как-то соперничать с Black Desert? Имеется в виду, ну, знаете, такие традиционные MMORPG без всяких «но», то есть там без изометрии, без мультяшности, вот те MMORPG, которые в своей массе, в подавляющем большинстве, нравятся игрокам. Попытки предпринимались,
Например, New World, который нынешний Eternum. Провал, безусловно, это провал. И вот сейчас еще одна такая попытка предпринимается, Throne and Liberty. Я могу пожелать, конечно же, разработчикам и издателю большой удачи. Пока что, на самом деле, не выглядит все это слишком многообещающе, но чем черт не шутит. Тем не менее, это всегда была история про то, что игроки пошли, игроки посмотрели, пощупали новые MMORPG и вернулись в Black Desert. Ну, потому что объективно на рынке, вот на текущем этапе, нет таких MMORPG, которые бы по всем параметрам соответствовали, допустим, той же самой Black Desert, не говоря уже про то, чтобы как-то опережали ее в каком-то из этих параметров, и предоставляли такой уровень контента, ну, вообще, как я говорил, вот по всем параметрам, просто таких MMORPG нет. Есть MMORPG, которые постарше, у них тоже должный уровень контента присутствует, но они и выглядят соответствующим образом, то есть ты там ощущаешь реально, что ты играешь в достаточно древний проект. Здесь такого ощущения не возникает. Здесь ты играешь полностью современную MMORPG с кучей контента. Кроме того, мы об этом тоже говорили на трансляции, кстати, приходите, стримлю по понедельникам. Игроки устали от всех этих ранних доступов, вечных ЗБТ и прочих оправдательных критериев. Хочется все-таки играть в MMORPG, а не придумывать им оправдания. Или думать о том, что MMORPG, в которую ты играешь, доживает свои последние денечки. Или просто, что ее будущее туманно, и это вообще не то, на что ты рассчитывал, если так уж разобраться. Таким образом, на мой взгляд, за прошедшие 10 лет так и не появилось ни одной новой MMORPG, в которую можно было бы играть, что называется, без оглядки. И именно такой MMORPG, опять же, на мой взгляд, свое мнение обязательно пишите в комментариях, выглядит Black Desert от Perlabis на текущем этапе. Без сомнений, лучшее MMORPG десятилетия. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся.